Приветствую всех, кто меня смотрит. Сегодня мы побываем в необыкновенном месте, очень красивом и немного сказочном. Это самая португальская деревня Португалии. Именно такого гордого звания удостоена она была в 1938 году, выиграв конкурс на это почетное звание. И поднимаясь в гору, мы уже видим эти знаменитые валуны, которыми славится эта деревня и которые являются неотъемлемой ее частью. Сама деревня Монсанто расположена на высоте 800 метров на склоне горы, которая называется Святая гора. Население деревни значительно меньше 1000 человек, и я думаю, с каждым годом жителей не прибавляется. Вот мы уже въехали в деревню и ищем место для парковки. Продолжая подниматься в гору пешком, видим маленькую кафешку, и, конечно же, надо попробовать местную выпечку. Здесь она очень отличается от популярной португальской. Это первое кафе в Португалии, в котором нет в наличии знаменитых паштел де ната, кейжада, шпола де берлин и прочих национальных сладостей. Это меня безумно порадовало. Сразу чувствуется оторванность деревни от современного мира. В Монсанту даже в наши дни добраться непросто. Вы не доедете сюда ни поездом, ни автобусом. Такая вот неприступная деревня и крепость на самой вершине горы. И даже местная пословица гласит: тот, кто владеет Монсанту, владеет миром. Но об этом позже, когда поднимемся к замку. А пока пройдем более-менее современными улочками. Это 15 и 16 века. По меркам местных жителей это довольно современно, так как после этого построек-то и не было почти. Из достопримечательностей здесь есть церковь 16 века, которая находится сразу при входе в деревню. Пройдя немного по старой улочке, мы выходим на небольшую площадку с великолепным видом на округу. И здесь же находится еще одна достопримечательность – Torre de Relógio, часовая башня. Это даже 15 век. Мы видим часы наверху, которые не ломаются, конечно, и на вершине башни серебряный петух. Это не просто украшение. Это награда за победу в конкурсе «Самая португальская деревня Португалии». Эта башня – самая высокая точка деревни. И даже с ее подножья открываются чудесные виды на Монсанту, на горы вокруг и на разбросанные огромные валуны. Виды очень впечатляют. А особенно впечатляет то, что нет никаких ограждений и перил, поэтому очень даже эмоционально воспринимается высота. Чудесно, красиво, замечательно. И можно двигаться дальше в сторону более старых построек. Окунемся-ка мы поглубже в прошлые века. И вот уже мы попадаем в 12-13 век, и начинают попадаться валуны, встроенные в дома. Огромный крест каменный привлек внимание, написано «Пещера-убежище». Это обустроенное пространство у подножия нескольких валунов. Другими словами, гранитная пещера, я бы сказала. Мы здесь видим хороший пример использования этих гигантских камней для постройки домов. Такая вот популярная архитектура этой местности, которая существует уже много столетий. Гениальная идея жителей того времени. Необыкновенное архитектурное решение. Но это также хорошее место для размножения комаров или каких-то мошек. Их тут просто тучи. Надо отсюда бежать. Я думаю, очень хорошее место для средневековой тюрьмы. И пыток не надо с такими полчищами комаров.
О, а вот и люди стали появляться. Ну правильно, кому интересны церкви 16 века, их полно в Европе. А вот домиков из валунов нет нигде, надо фототься. Какой интересный дом на камне. А рядом проход интересный, что там? Даже каменные ступеньки выложены. Оказывается, это как бы внутренний дворик. Я с главной улицы прошла во внутренний дворик, куда выходят окна домов и откуда открывается чудесный вид с горы. Значит, это еще и смотровая площадка. Да, валуны огромные. К тому же это гранит, и вся гора гранитная, а значит, все постройки вечные. Думаю, и после нас не зарастет сюда народная тропа. Так, все, мы вернулись на главную улицу. Португальская поговорка гласит: в Монсанту никогда не знаешь, рождается ли камень из дома или дом из камня. И это действительно отражает своеобразие местной архитектуры. Жилые дома кажутся игрушечными среди этих огромных гранитных валунов. Да, постройки на века, гранит ведь вечен, но такие гениальные решения не идут в ногу с современным комфортом, конечно, и жить здесь вряд ли захочется. В те давние времена деревня строилась по необходимости под стенами замка. Людям приходилось адаптироваться к местным условиям для своей же безопасности. Население прекрасно адаптировалось к таким необычным условиям и не стало трогать эти валуны, а решили застраивать пространство между ними, под ними, над ними. И теперь эти гранитные великаны представлены где-то в виде фундамента, где-то в виде стен, а иногда даже и как крыша дома. Вот яркий пример – дом на Роа ду Каштелу, то есть на Замковой улице по-нашему. Этот дом накрыт огромным валуном вместо крыши. Видимо, под этой огромной глыбой было свободное пространство. Почему бы его не использовать? Подумал однажды мужичок, живущий в XII веке. На одной из улочек мы увидели местный ресторан. Надо попробовать местную кухню. Посмотрим меню. Я возьму бакаляу а граниташ. Гранитная треска, значит. Это как раз подходит в духе этой местности, где все из гранита. На вид это очень обычный маленький деревенский ресторанчик, но оказался очень даже необыкновенным. У него есть замечательная терраса, над которой нависают два огромных, просто гигантских гранитных валуна, создавая подобие пещеры. Кроме этого, еще шикарный вид с высоты на деревню Монсанто и на горы вдалеке. Это необыкновенно. Ресторанчик держит семья, пожилые родители и молодая пара. Кухня вкусная, домашняя, атмосфера сказочная. Поужинать на этой террасе – огромное эстетическое удовольствие. А вот и моя треска гранитная, очень вкусная. Ужин был незабываем, как, думаю, и сама деревня Монсанто, которая с XII по XIX века была центром исторической провинции Бейра-Байша. И за прошедшие века здесь мало что изменилось, и в будущие века здесь вряд ли что-либо изменится. Домики так и останутся зажатыми среди гранитных валунов, а общественный транспорт здесь никогда не начнет курсировать. А люди так и будут приезжать сюда, в эту сказочную деревню, где время остановилось навсегда.
старая. О, как романтично. Как романтично, как необычно.